Ау, да ладно, красотка, покажи свои сиськи. Эй, красотка, будь понежнее немножко. Эй, чувак, чего ты не ожидаешь увидеть в ночном небе? Ну, это довольно спорный вопрос. Да не просто там дирижабли. Джентльмены, мы это сделали! Ладненько, успокойтесь. Ганс, закрой свою хлебало. Итак, герр-доктор, капитан, первый лейтенант и наши любимый маскот. Прошу, начинайте. Конечно. Благодарю всех, кто пришел на обязательный предвоенный семинар. Пожалуйста, откройте свои брошюры Третьей мировой войны на 3-й странице, ибо на первых 2 предисловит Николаса Кейджа. Нас ждет захватывающее событие этим вечером. Это ночью мы уничтожим Лондон. Весь Лондон. Весь Лондон. Букингемский дворец развеем по ветру. Биг Бен сравним с землей. Здание парламента ликвидируем. Лондонский Тауэр изничтожим. Музей Холокоста оставим на месте. Никто не должен забывать того, что мы сделали. А что насчет лондонского моста? Да, лондонский мост падает, мы все знаем эту песню. Слушай, ты можешь его первый сжечь, можешь даже запевать эту песню, мне плевать. Кстати, о музыке. Мы провели опрос об аккомпанементе на сегодняшний вечер. Надеюсь, вы взволнованы так же, как и я. Эта песня будет лучшей под этот вечер. По ироническим причинам. По лучшим причинам. Но сначала тост за ответ на вековой вопрос. Ваши надежды оправдались, майор. Да, потому что она означает уничтожение невинных жизней. Рождение, затем разрушение. Кто хочет умереть? Что значит, что он застрял на корабле? Это значит, что он застрял на сраном корабле. И я хочу, чтобы вы, идиоты, послали вертолет и забрали его. А разве он не может улететь с помощью вампирских сил? Что? Нет, он не может улететь с помощью вампирских сил. А как он туда попал? На черном дрозде, который мы одолжили. Вы украли черного дрозда? Вы пошлете уже вертолет? Мы не можем, связи нету. Что? Она уже не работает 2 часа. То есть вы хотите сказать, что в этот момент у нас нет никакого доступа к Алукарду, никакой связи с внешним миром у нас нет, и враг в любой момент может постучаться к нам в дверь. Или враг мог сидеть за круглым столом все это время. О, Реджи, как же это мило. Сэр Реджинальд, мое имя. Последние 5 лет я убирал мусор за вашим домашним вампирчиком. И теперь сэр Реджинальд получил наконец-то то, чего он заслуживает. Ты знаешь, я наконец-то поняла. Что поняла? Что чувствует Алкар? Только немножко. Но я должна сказать вам, сэр Реджинальд, что это довольно впечатляюще. Вопреки тому, как по-аматорски смешон ваш ход. Как у вас получается держать пистолет в руке? Кто хочет папочкиного ремня? А теперь подумайте над своим поведением. Итак, сэр Пенвуд, вы в порядке? Ну, вообще-то сэр Реджинальд был моим шурином. Так что в данный момент
Я обдумываю это. Коммуникация вернулась! Все в огне! Лондонский мост падает! 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 Лондонский мост падает! Моя милая леди, что нам делать? Мы должны эвакуироваться немедленно. Сэр Пенвуд, вы можете поехать со мной, а остальные капу. Нет, я никуда не поеду. Я знаю, что я не самый мужественный человек. Со дня моего рождения с моего рта ни разу не вылазила серебряная ложка. Эта должность не предназначена для такого мягкого человека, как я. Но будь я проклят, если подожму хвост при первых признаках опасности. Спасибо за ваше предложение, мисс Интегра, но я... Вот пистолет, здесь 12 пуль, оставьте одну себе. Уолтер, что, сэр Интегра? Готовь машину. Нам нужно выиграть войну. О да, Букингемский дворец горит, как и мои причиндалы. А старший лейтенант, бывший олимпийский бодибилдер Зорин Блиц. Я просто очень сильно увлекся этим моментом. У вас есть наконец-то указание для меня? Конечно есть, моя дорогая Зорин. У меня для вас особенное задание. И куда будет нацелена моя коса? Штаб-квартира организации Хелсинг. Да. И ты? Да. Пройдешь разведку? Окей, Зорин, ты должна успокоиться. Дыши глубже, дыши полным недоразумением, что ты называешь своей грудью. Нет никого сильнее меня, кто бы хотел увидеть, как они истекают кровью, но надо быть осторожным. Сэр Интегра Фейбрук Уингейт Хелсинг. Женщиной, которая заслужила уважение такого монстра, как Алукард, шутки будут очень плохи. Помечтать одинокими и субботними вечерами за бутылочкой шардо? Конечно, можно. Но не шутить. Но она просто женщина. И девчонка, полицейская девчонка. Единственный настоящий вампир, созданный самим Алукардом. Почему? Дело в способностях, ее непредсказуемом характере и больших сиськах, возможно, кто знает. Но я никогда не рискую с возможно. Вы будете на передовой и узнаете, на что они способны. Я понятно выразился? Четко и вразумительно. Замечательно. Кстати говоря о ней. Сержант Клаус, вы нашли фрау Хелсинг? Да, майор. Проезжающий с Примрус-Хилл. Он в огне? Он будет в большом огне. Внимание! Всем, кто слушает. Не уверен, что я правильно этим разбираюсь. Прошло 10 лет с тех пор, как я последний раз использовал аналоговое радио. Я сэр Пенвуд, вице-адмирал Британского совета безопасности ООН. Я, конечно, понимаю, что дела кажутся безнадежными для тех, кто в живых остался, но держитесь. Мы еще все сражаемся. Все и каждый из нас. Мы должны защитить королеву и страну от этого варварства. Как доблестно, сэр Пенвуд, защищать это место до последнего обычного человека. Но здесь я должен вас прервать. Потому что там, где вы видите обычного человека, я вижу взрывного. Вижу взрывного? Когда вы попадете в ад, передайте привет от меня сатане. А потом извинитесь от моего имени за то, что побеспокоил. Уолтер. Да, мэм. Сэр Пенвуд был... А, сукин сын! Сэр Интегра, у нас проблемы. О боже мой, дорога в огне. К сожалению, это минимальные наши проблемы. А теперь извините меня, я должен поздороваться с моим старым другом. Вы должны взять машину и ехать отсюда как можно дальше. И я верю в вас, мэм. Уолтер, я должна тебе кое-что сказать. Боюсь, сейчас нету времени на долгие прощания. Нет, я не умею водить. Ты возил меня все время с 10 лет. Что ж, хорошее время, чтобы учиться. Вернись ко мне.
несмотря ни на что. Понял? Понятно, мэм. Так, где тут тормоз? Ладно, мы поехали. О, прекрасно, ты не постарел ни на год. О, да. Мы постарели как хорошее вино. Ты же, с другой стороны, постарел как молоко. Прогнившее, кислое, испортившее мой ужин. Ой, не пойми меня неправильно, просто рад тебя видеть. Давай поговорим с глазу на глаз. Вот она, Йохан. Скажи, что пришлось к обочине. Гутен так, фроулин, пожалуйста. Она отказалась это делать. Вы, блять, издеваетесь надо мной, блять, сука! Ганс, найн! У него был такой сегодня хороший день. Он сжег лондонский мост, спел песню. Все! Поздравляю! Вам понадобился целый небольшой взвод из почти бессмертных недовампиров, чтобы загнать в угол 22-летнюю женщину. Эта женщина? Ей 22? Я надеюсь, это предел ваших мечтаний. Так что насчет этого? Идите и сразитесь в настоящей битве за последние 50 лет, кастрированные ублюдки. И я зарежу тебя, твой ебучая! Божий убийца, святая гильотина, ангельский прах, священник Иуда. Подождите, как в Heavy Metal, они взяли это после него. Твою мать! Для женщины у тебя довольно огромные яйца. Тебя окружили 50 вампиров, вооруженные буквально до зубов. И что ты сделал? Вызвала своей гребаной машине, достала меч и крикнула: подходите по одному, куски нацистского дерьма. И неудивительно, что Лукард хочет приходить в девственную душу. Да я уже сам не против засадить ей свою тычинку. Ха-ха-ха. Александр Андерсон, и чем же удостоилась такой встречи? Ну ты знаешь, я просто вырос со своей компанией. Компанией? И посмотри, ты ведь помнишь, что твой домашний вампир заявил своего домашнего вампира? Так вот, это навело меня на мысль, что стоит завести себе молодых протеже. А каких-то двух, что в 2 раза круче. И вот что самый главный прикол. Одна японка, а вторая гребаная немка. Разве это не в тему? Еще бы найти итальянку, у меня будет целый ключ праведников. Юми, скажи что-нибудь о лунном. Хай. Ха-ха! А девчонка Ханкель, она стреляет с пистолетов. Круто. Пап, наблюдай, как язычники падут. Искариоты! Мы вас не боимся. Посмотри, ты даже не знаешь, как пользоваться байонетами. Они цепляются на оружие, идиот. А теперь прости, английская корова. Искариотам надо выполнить твою работу за тебя. И отправить эти бездушные тушки там, где они должны быть. В землю, если ты вдруг не... Если ты вдруг не поняла. Убить их! Кто мы? Необходимое зло. Почему мы необходимы? Чтобы избавить мир от зла хуже, чем люди. И почему Господь выбрал нас? Чтобы мы выполнили это нечестивое задание. Потому что больше некому. И потому что это охуенно весело. Аминь!
Пахнет паленым.